Привет, это Технозон. И сегодня мы с вами устроим небольшой баттл. Баттл, в принципе, такой себе. Мы просто обсудим плюшки одной из приставок по сравнению с другой. А это будут у нас Xiaomi Mi Box S и Mech 425A. Откуда взялся этот баттл? Да просто. Мои подписчики после обзора на Mech 425A начали просить меня постоянно: сделай сравнение, что же взять. Ведь на рынке Украины, где продается этот Mech 425A, продается еще и в магазинах Xiaomi Mi Box S. Но вот что интересного именно в Xiaomi Mi Box S и что интересного в Mech 425 из преимуществ, мы с вами выясним в этом обзоре. Так что поехали. Как мы знаем, Mech 425A имеет примерно такую же конфигурацию, как и этот самый Xiaomi Mi Box S. 2 гигабайта оперативной памяти, 8 гигабайт хранилища, 4-ядерный процессор. Казалось бы, в Xiaomi Mi Box S он заявленный 1,5 ГГц, здесь у нас 4 ядра по 1,2 ГГц, но работают они примерно одинаково. В принципе, в тестах это все можно увидеть, то есть они отлично проигрывают 4К видео, 4К 60 FPS YouTube, 4К торренты онлайн, но вот все-таки в Mech, как оказалось, есть несколько плюшек, которые позволяют нам сделать кое-какие выводы. Стоит ли покупать Xiaomi Mi Box S в Украине и стоит ли обратить внимание на Mech 425. В принципе, все в видео вы увидите, но из основных преимуществ хочу вам сказать, что в Mech 425 круче модуль 2,4 ГГц, а это значит, что вам не нужно будет менять роутер. Все прекрасно знают, что в Xiaomi Mi Box серии достаточно слабый 2,4 ГГц модуль. 5 ГГц у них работает одинаково, они достаточно сильные по 5 ГГц. Но вот отсутствие LAN RJ45 это бич вот этих вот Xiaomi Mi Box серии. И хотя можно сюда купить приблуду, которая будет работать с сетью, она автоматически занимает единственный порт, и даже если это будет хаб, то подключение жесткого диска еще то удовольствие, потому что скорость режется, откровенно говоря, капитально. Все-таки здесь один USB 2.0. В Mech 425 есть USB 3.0 дополнительный, что позволяет нам подключить дополнительную периферию, и плюс есть LAN RJ45. Даже 100 мегабитный LAN RJ45 здесь это действительно большое преимущество. Также хочется отметить, что именно наличие порта USB 3.0 дает преимущество в проигрывании очень тяжелых фильмов с внешних источников, таких как жесткие диски, либо большие флешки. Некоторые используют именно USB 3 формата. Мы обязательно в видео покажем тесты на медузах тяжеловесных файлов. Мы попробуем их проиграть именно с USB 3 флешки. Вот такого вот Kingston Data Traveler, чистый USB 3.0 с высокой скоростью записи и чтения. Ну, а также в Mech 425 есть возможность регулировки картинки. Это то, что не реализовано в Xiaomi Mi Box'ах. И как бы вы ни хотели, вы не сможете регулировать ни контраст, ни яркость, ничего подобного. Мы сняли основное сравнение немного ранее. Хочется отметить еще одну вещь. Дело в том, что в Mech 425 есть поддержка из коробки DLNA, NFS и плюс UPnP. А вот в Xiaomi Mi Box серии это придется реализовать сторонними какими-то приложениями. Поэтому действительно плюшек здесь много, в том числе и microSD в качестве основной памяти. Вы можете расширить эти 8 гигабайт. Злосчастные, как бы ни казалось мало, но просто вставили microSD карту и назначили прямо в меню. Плюс правильно работающий HDR, плюс конвертация HDR в SDR на хай-силиконе работает действительно лучше. Но обо всем этом далее в видео. И советую вам дождаться конца видео для того, чтобы вы услышали резюме канала Технозон об этих двух приставках, которые есть на рынке Украины. Ну и, конечно же, хочу вам напомнить, что на нашем канале производятся розыгрыши ценных призов и подарков. И на момент съемки этого видео это вот такая вот Sapphire Nitro Plus, крутая видеокарта, обзор которой есть у нас на канале. Советую посмотреть, все условия в описании под видео. Ну и, конечно же, советую вам нажать подписаться и колокольчик, чтобы не пропустить все наши дальнейшие обзоры, баттлы, настройки, модификации. Еще очень много всего у нас на канале было, есть и будет. Ну а сейчас я говорю вам халабанг, ребята, это же Бубльгум, поехали! Итак, основное наше сравнение мы начнем именно с Mech 425A. Давайте для начала мы с вами окунемся в меню настроек и поймем, что же не так, вернее, чем лучше Mech или чем лучше Xiaomi Mi Box. Мы должны с вами это все выяснить. То, что у нас из сетевых модулей есть 5 ГГц и 2,4 ГГц, так же, как и в Xiaomi Mi Box S, мы это понимаем, но здесь есть еще LAN RJ45. Это, кстати, одно из преимуществ, очень хорошее преимущество, мы к нему вернемся немножко позже. Google Cast есть у обоих, по звуку у нас тоже примерно одинаково, но у нас здесь есть вариант дегрейда, когда у нас 7.1 переделывается в 5.1, либо это все на автоматическом режиме у нас может работать. Такого в Xiaomi Mi Box нет.
К сожалению, нет. Приложение. Все здесь тоже абсолютно одинаково, по заставке абсолютно одинаково, а вот экран. Основные отличия у нас начинаются с экрана. Мы здесь можем менять размер шрифта. Этого нет у нас в Xiaomi Mi Box. Мы сейчас вернемся и проверим с вами. То, что у нас можно менять размер интерфейса, очень хорошо. Есть автофреймрейт в Mech 425, в Xiaomi Mi Box S есть тоже автофреймрейт, который тоже срабатывает в определенных приложениях. Здесь автофреймрейт срабатывает плюс еще и в системном плеере. Пользовательский формат отображения. Вот здесь самое интересное. Дело в том, что здесь стоит High Silicon процессор, и он поддерживает от 480p до 4К 2К 60 Гц и плюс поддерживает 4К SMPTE 60 Гц. Вот этого нет. Мы сейчас с вами переключимся, обязательно посмотрим. А также в Mech 425 есть возможность регулировать картинку. Можете менять яркость, цвет, контраст и насыщенность. К сожалению, в Xiaomi Mi Box S этого нет. С установкой полей отображения у них практически одинаково. Насчет видеовыхода. Вы можете в Mech 425 менять пропорцию 4:3. Это при подключении к старым телевизорам через переходники. И плюс есть у нас поддержка 3D. 3D поддержки в Xiaomi Mi Box S нет. И, в принципе, вот пока что на этом все. Вот что касается меню. Давайте переключимся сейчас на Mi Box S и посмотрим, как это выглядит там. Меню Xiaomi Mi Box S практически такое же. Тот же Wi-Fi 2.4.5, только без поддержки LAN RJ45. Для этого вам придется покупать приблуду, это дополнительные затраты. При том, что цена у них в Украине примерно одинаковая. Google Cast точно так же работает. Вот в экране здесь все более скудно. Если вы зайдете в Screen Resolution, то вы увидите, что она поддерживает 4К 2К 60 Гц, а это 3840, и 4К 2К SMPTE. Это значит, что она полный 4К 4096 поддерживает только лишь 24 Гц. Вот такая вот ситуация. То есть здесь реализация не такая, как в High Silicon. К тому же здесь есть профили управления цветностью, есть профили HDR, есть меню управления HDR, но дело в том, что HDR реализован в Mech 425 немножечко лучше, потому что все знают, что при включении конвертации SDR to HDR на Mi Box S получается лажа в красный цвет. Все это прекрасно знают. Да, при воспроизведении HDR-контента, конкретно фильма, он нормально переключится на телевизорах, которые поддерживают HDR. Ну и то там есть вопросы. По звуку здесь тоже можно пробрасывать звук. Конечно, скажу вам так, что в Mi Box S, справедливости ради, 3.5 разъем аудио-джек, совмещенный с RF, имеется в виду, совмещенный с SPDIF. Да, это плюс, но вот даунгрейда 7.1 в 5.1 и 3D поддержки 3D фильмов, ну, в Mi Box нет, к сожалению. Mech 425 для реализации проброски звука через HDMI, никаких вопросов нет, вы можете использовать его с современными ресиверами, у вас тоже вопросов не будет. Ну и в принципе все, что есть в этом самом Mi Box S. Оно все точно такое же, как и в Mech 425, кроме некоторых возможностей, например, расширение памяти. Давайте обратимся с вами к памяти. Хранилище и сброс. Здесь у нас доступно 5.4 из коробки. И расширить стандартными способами нельзя. То есть вы можете воткнуть флешку. При этом ее нужно втыкать через USB хаб, потому как вы займете единственный разъем USB 2.0. Кстати, мы проверим скорости чтения этих самых разъемов и в Mi Box S, и в Mech 425. Это возможность подключения внешнего жесткого диска. Так вот, то есть вы можете сюда воткнуть флешку и попытаться ее сделать внутренней памятью. У нас есть видео на канале, как это сделать, но если вы почитаете под видео комментарии, то вы поймете, что зачастую неправильно подобранная флешка дает вариант того, что у вас просто-напросто отваливается память. И это проблема. Как же это все дело реализовано в Mech? А в Mech есть такая штучка, как дополнительные параметры. Здесь, кстати, есть и подкрался этот самый HDR режим, который поддерживает HLG, и HDR здесь конвертируется в SDR лучше, например, чем в Xiaomi Mi Box. Xiaomi Mi Box с этим плохо справляется. High Silicon, благо, с этим справляется отлично. К тому же здесь можно включать и отключать HDCP, то, чего нельзя делать в Xiaomi Mi Box. А вот устройство памяти по умолчанию, вот это вот круто. Мы сейчас с вами возьмем 32-гигабайтный microSD.
microSD карту, благо у нас такой разъем есть, в отличие от Xiaomi Mi Box S, и вставим его в наш Mech 425A. Вот мы вставили нашу microSD карту, он видит там два каких-то диска, и мы выберем вообще дефолт microSD карты. Пожалуйста, примените изменения, система будет перезагружена. Что ж, придется нам перезагрузить, дабы посмотреть, как это работает. Мы перезагрузили наш Mech. Кстати, у нас тут обновляются некоторые приложения, это тоже хорошо. Посмотрим, что у нас в уведомлениях. В уведомлениях у нас здесь куча каких-то SD-карт, у нас здесь вставлено много всего, благо здесь есть разные USB, еще и хранилище, организованное через microSD. Давайте посмотрим на наше хранилище. И вот у нас установилась по умолчанию SD-карта, и все. Так что в этом действительно зачет. Давайте же теперь протестируем одно из следующих отличий, а это сетевые модули. В частности, как 5 ГГц, так и 2,4 ГГц. Ну и, конечно же, LAN RJ45. В Mech 425 он есть, и мне интересно, как работает 2,4 ГГц в сравнении с Xiaomi Mi Box S. Вот это вот действительно интересно. Поехали. Пройдемся через Analytics обязательно. Хотя он у нас сейчас что-то скачивает. Пройдемся через Analytics, потом спид-тест на различных частотах. Analytics у нас показывает при быстром тесте 185 мегабит на загрузку, что, ну, крайне плохо. Это с учетом того, что мы не можем выбирать источник. И 164 мегабита на выгрузку. Это значит, что мы здесь можем просматривать все вплоть до 8К. Представляете себе скорость интернета. Но нас интересует еще и наличие LAN RJ45, обязательно его проверяем. Нажимаем Test Again. Здесь LAN RJ45 заявлены 100 мегабит, ну как обычно это показывает 94-95 мегабит. Это абсолютно на всех приставках, даже самых крутых, у которых есть 100 мегабитный модуль, покажет именно 94 на загрузку и там сколько-то там на выгрузку. Порядка 90 мегабит. Что в принципе мы здесь и видим. Кстати, LAN RJ45 мы здесь можем смотреть из интернета. Пожалуйста, вплоть до 8К потоковых, если говорить про торренты онлайн, ну это будет порядка 50 гигабайтных торрент файлов. И очень интересно, как же здесь работает 2,4 ГГц. Мы отключим обязательно LAN RJ45 и подключим 2,4 ГГц. В принципе, сравнивать LAN RJ45 нет смысла, потому что он здесь просто как бонус. Если подключать сюда приблуду для Xiaomi, допустим, на Xiaomi приблуду, там тоже будет высокая скорость интернета, но это дополнительные затраты, и не все приблуды-то работают. Поехали, пройдемся по Analytics на 2,4 ГГц. Analytics показывает у нас 54 мегабита на загрузку и 90 на выгрузку, но на Analytics в 2,4 ориентироваться мы тоже не будем. Мы должны это все протестировать еще и в спид-тесте. Там более быстрый тест, потому что мы можем выбрать источник. Тестировать мы будем на внутренние сервера, которые находятся в 75 километрах моего провайдера. И поехали. 2,4 ГГц на Mech 425A. И вот здесь вот мы видим всю красоту. 2,4 ГГц показывает 105 мегабит на загрузку и 109 мегабит на выгрузку. А это значит, что если вы решили приобрести в Украине, например, Xiaomi Mi Box S, то вам обязательно нужно поменять роутер на 5 ГГц, либо покупать приблуды для работы LAN из Китая. А вот на Mech этого делать не нужно. У вас изначально даже на старом роутере вы будете получать максимальную скорость от 2,4 диапазона. Но мы обязательно еще в спид-тесте протестируем с вами 5 ГГц и сразу потом переходим на тест скорости Xiaomi Mi Box. Ну и, конечно же, 5 ГГц Wi-Fi в этом самом спид-тест нам покажет на Mech 425 вот такие вот результаты выше 220 мегабит на загрузку. Ну или, по крайней мере, около того. 217 мегабит на загрузку и 217-218 мегабит на выгрузку. Отличные результаты. Скажу вам, вот сетевые модули, конечно, в Mech они крутые. Давайте проверять сетевые модули в Xiaomi Mi Box серии. Сейчас мы подключены 5 ГГц на Xiaomi Mi Box. Как вы видите, мы переключились. И пройдемся тоже по Analytics и проверим и 5 ГГц, и 2,4. 5 ГГц на том же роутере показал результаты чуть-чуть меньше, хотя это тоже впечатляющие результаты. И здесь стоит отдать должное, 5 ГГц в Xiaomi Mi Box действительно круто работает. И вы можете смотреть потоковое видео 8К и, в принципе, без ограничения смотреть торренты фильмы онлайн. Переключаемся на 2,4 ГГц, обязательно тестируем 2,4. Идем в Analytics, и вот здесь Mi Box показывает траблы. И траблы такого рода, что 2,4 на Mi Box работает достаточно плохо.
Это показатели намного ниже среднего. И вроде бы он заявляет, что здесь можно смотреть 4К Ultra HD. Это идет речь об YouTube 4К, если он вытянет, если это будет стабильный прием. Но, как мы видим, результат вот такой. Мы сейчас с вами еще проверим в спид-тесте. А вообще давайте в детальном тесте посмотрим стабильность этого канала и уже будем понимать. И при том, что как бы я не хотел переключить его на 40 МГц ширину канала, он не переключается. То есть мы имеем вот такую вот ситуацию с 2.4. Давайте проверим в спид-тесте обязательно. Нажимаем начать. Такая вот ситуация. То есть это 30 мегабит. То есть большие фильмы рассчитывать, что вы здесь будете смотреть. И если вы порыскаете по просторам интернета, вы будете знать, вот 37 мегабит на загрузку, вы будете знать, что 2.4 обычно люди избегают на мибоксах именно по причине того, что он работает нестабильно, даже если он хорошо выдает скорость. То есть обычно жалуются на прерывание потока, на прерывание сигнала и постоянно отваливается Wi-Fi. Но суть не в этом. 2.4 у нас, несомненно, лучше. То есть сетевые модули у нас изначально лучше в MEH 425. Переключимся с вами обратно на 5 ГГц. И, в принципе, мы с вами еще протестируем, наверное, YouTube 4К, торренты. И нет, ребят, мы с вами протестируем еще возможность воспроизведения с флешки тяжелых файлов. Потому что нам нужно понимать, насколько эти приставки хорошо можно использовать именно с внешними жесткими дисками. Ведь мы хотим смотреть кино хорошо и правильно. Давайте очень быстро YouTube 4К тестируем. Сейчас мы тестируем Xiaomi Mi Box S. Выбираем нашу любимую Косту-Рику. Выбираем качество 4К принудительно и выставляем диагностическое окно. И поехали смотреть. 9 стартовых дропов, это абсолютно нормально, никаких вопросов это не вызывает. И у нас, в принципе, 4К 60 FPS YouTube воспроизводится просто отлично. 3840 на 2160. Тоже вопрос такой у нас, он достаточно нормальный. Тоже вопросов здесь нет. Скорость соединения 110 мегабит в YouTube. Это то, что он берет. В принципе, с 4К 60 FPS у нас здесь вопросов нет. Торренты 4К мы с вами тоже проверим на базе Lazy Media Deluxe Pro. Проверим это все на базе Алиты, которая сейчас актуальна. Вот есть 41 гигабайт торрент. Здесь достаточно... Нет, здесь недостаточно раздающих. Нам нужно найти именно большой торрент с большим количеством раздающих. Это вот 100%. Пока что с большим количеством раздающих я вижу вот торрент на 22 гигабайта. Давайте, в принципе, на нем и проверим. Это 4К Ultra HD, торрент онлайн через TorServe. У нас есть на канале обзор, как это настроить. В обоих случаях будем использовать Vimeo Media Player. И вот получается, у нас заиграл файлик. Да, он заработал. У нас заработал Dolby Digital проброс. Кстати, вот хочется отметить, что у нас здесь есть Dolby Digital звук в торренте онлайн. Он работает. Это 3840 на 2160. 22 гигабайта торрент файл. В принципе, хорошо. Сейчас мы с вами еще проверим на Xiaomi Mi Box S воспроизведение файлов тестовых именно с флешки USB 3. Это обязательно. И вот у меня есть флешечка. Это моя любимая Data Traveler. 16 гигабайт. Чистая USB 3. Очень быстрая. Но у нас в Xiaomi Mi Box S есть только лишь USB 2 порт. Поэтому давайте LG Barcelona 4K Ultra HD. Она воспроизводится без проблем. Здесь как бы я ничего не ожидал, потому что битрейт этого файла достаточно низок. Но если мы с вами протестируем, например, Jellyfish 120 Mbps, а это, в принципе, очень близко к воспроизведению Blu-ray диска. Да, тоже, в принципе, воспроизводится это H264 кодек. Или Jellyfish 300 Mbps, 4K Ultra HD, H265 кодек. И он тоже с флешки через порт воспроизводился бы, если бы хватило ему скорости. К сожалению, порт USB 2, он не совсем такой вот супер крутой. Вот, пожалуйста, он выдал, что ему недостаточно памяти, чего-то там, и вот такая вот ситуация у нас получилась. Поэтому, блин, ну, вот ситуация. И конечным уже итогом я хочу после всех этих тестов посмотреть наличие свободной памяти. Вот все, что мы использовали, и торренты, и проигрывали тестовые файлы, посмотреть наличие свободной памяти. И доступной памяти у нас 753 мегабайта на момент окончания теста именно Xiaomi Mi Box S. Переходим к конечным тестам уже Xiaomi, вернее, MEH 425A. Вставляем сразу же флешку в USB 3. И уже в самом MEH 425 мы с
вами протестируем торренты онлайн, протестируем YouTube и будем уже понимать, что нам все-таки выбрать. Вот, кстати, у нас Lazy Media Deluxe Pro здесь обновляет. Ищем тот же 22-гигабайтный файл Alita Боевой Ангел 4К HDR. Играем через тот же TorServe. В таких же условиях, на том же роутере, через Wi-Fi 5 ГГц. Проиграем на том же Vimeo Player. Все тот же фильм, 22 гигабайта. Мы видим, что он тоже пробрасывает Dolby Digital звук, поэтому вы можете подключать его к своему ресиверу. Он подключен у меня к Harman Kardon через проброс HDMI звука. Слушайте, 22 гигабайта, торрент работает, действительно хорошо. Выходим, нас интересует еще YouTube 4К и тестовые ролики. Включаем диагностическое окошечко обязательно и видим, что у нас два стартовых дропа, 3840 на 2160 и 4К. YouTube 60 FPS, идет без единого затыка. Скорость, которую он берет из сети, 121 мегабит, немножечко даже 124, немножечко выше, чем Xiaomi Mi Box S. Слушайте, ребят, действительно с YouTube я не ожидал, что будут проблемы и на той приставке. И в принципе и та приставка хорошо справляется со своими возможностями. Но вот плюшки, которые есть в Mech 425, они подкупают своим богатством. Ну и конечно же с флешки мы с вами воспроизведем тестовые ролики. Все та же LG Barcelona, подключено это все дело к USB 3 порту, здесь есть USB 3 порт. И как раз это нам позволяет с вами проигрывать очень тяжелые файлы онлайн. То, что здесь работает автофреймрейт, так же как и на Xiaomi Mi Box S, это мы с вами знаем прекрасно. Поехали, Jellyfish 120 Mbps, здесь тоже вопросов нет. И мы воспроизведем с флешки, попробуем 400 Mbps файл. И они как раз вот с USB 3 воспроизводятся эти файлы просто идеально. Даже 400 Mbps, даже с флешки 3.0. Вот именно есть какие-то вот преимущества Mega в том, что он проигрывает тяжелые файлы с внешних источников. То есть вы можете без проблем подключать USB жесткие диски, USB флешки большого объема, если вы хотите на них что-то хранить. Слушайте, у меня вообще вопросов нет. Кстати, расширять с помощью USB 3 флешки тоже можно, на ней скорость чтения здесь достаточно высокая. Все видео вы увидели сами, так что выбирать действительно только вам. Но скажу вам так, для того, чтобы принять решение, что купить, вы должны понимать следующее. При покупке Xiaomi Mi Box S вам со 100% вероятностью придется менять роутер на 5 ГГц, если у вас такового нет. Либо если вы захотите подключить его по кабелю, то вам придется покупать отдельные дополнительные приблуды. При использовании Mech 425A вам не придется этого делать, здесь достаточно крутые сетевые модули, даже 2,4 ГГц. Результаты вы уже видели. Также в Mech 425 решена проблема с памятью путем элементарного расширения через microSD карту, либо через USB 3, хотя USB 3 занимать не хочется. Но все-таки стоит отдать должное Xiaomi Mi Box серии, это то, что у них есть сертификация Netflix. На момент съемки этого видео, тех, кто использует Netflix, то, конечно же, Xiaomi Mi Box S это будет ваш выбор, это приставка выбора для Netflix. А если касается всего остального, то это Mech 425A. Хотя, стоп! Дело в том, что компания Infomir, которая его выпускает, обещает в будущем сертификацию Netflix. Насколько правда или нет, мы с вами увидим в следующих обзорах этого самого Mech 425. Ну а на текущий момент, учитывая плюшки этого самого Mech 425, и если вы находитесь в Украине и хотите действительно гарантийное обслуживание, то я думаю, что Mech 425A это приставка выбора для тех, кто не хочет влазить на китайский рынок и что-то там искать, нервничать, ждать, и потом что делать с гарантией тоже никто не знает. Ну и мнение канала Технозон таково, что если вам не нужен Netflix, то однозначно рекомендуем Mech 425A. Приставка действительно годная, за свои деньги, находятся они примерно в одном ценовом диапазоне. И если вам все-таки нужен Netflix, то мы не можем рекомендовать Mech 425A, а можем рекомендовать Mi Box S. Вот такие вот выводы, они правдивые, поэтому, если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх, если нет, пальцы вниз, обязательно подписываемся. С вами был Bubble и Mi Box S и Mech 425A на канале Технозон. До скорых встреч, пока, ребят.